Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки. Огромная благодарность за комментарии. Поучительная. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Тайный поклонник. Кто он? И какие эмоции он испытывает. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, смотрим до конца. Один вариант. Если во время сигнификации вы понимаете, очень похоже на вашу подругу, есть шанс у вас появляется отправить видео подруге. Пусть она тоже узнает, какой у нее тайный поклонник, кто он. Итак, расслабьтесь. Думайте о себе. Какая девочка пришла на расклад. Ух ты. Мне почти каждый расклад в сигнификацию приходит уже карта звезда. Интересные карты. Так, женский коллектив вокруг вас, да, но вы выделяетесь в этом, из этого коллектива явно вы выделяетесь. Первая карта говорит, можно даже прочесть: посланник добрых сил, светлых, да, такой светлый, добрый человек, хорошая мамочка. Для вас норма заботиться о ком-то, постоянно о ком-то, да, заботиться, переживать там. Так, может быть, профессия, кстати, сфера деятельности связана с тем, что вы там, уже не знаю, у кого-то медработник, может быть, воспитатель, учитель, нянечка. В принципе, да, вот какая-то такая вот забота, внимание. Вот для вас это нормальное состояние. Без этого никак. Так, тут еще как-то так какие-то женщины, женский коллектив на вас так смотрят, но не буду говорить, что осуждающие, но ну как-то оценивающе, скажем так. По карте звезда. Интеллект выше среднего, наличие талантов, способностей, внешне привлекательно. У кого-то из вас призвание, у кого-то прям ощущение, что я должна в этой жизни вот сейчас или чуть-чуть попозже, но в принципе реализовать себя, свои какие-то таланты, ну опять свой потенциал раскрыть. Вот тут как-то так. У кого-то прям мечта есть, и вы идете за этой мечтой. Так, тут рядом с этой стороны тоже карта очень такая, она красочная, яркая, муза, яркая, харизматичная женщина. Женщина, которая знает, как свои там сильные стороны в плане внешности, да, подчеркнуть. У кого там, повторюсь, уж не знаю, ноги длинные, роскошные, вы акцент на это сделаете. У кого там волосы красивые, распустите, тоже это подчеркнете. То есть женские все эти штучки вы знаете. И при желании вы умеете, обаять, увлечь за собой. На мужчин тоже оказываете влияние. Но тут больше энергетика, тут энергетически наполненный человек. И тут это не поверхностное, тут есть глубина, и тут есть желание заботиться о людях. Тут сердце ваше открыто для любви. Женщина, которая рождена для любви. Дом. Тут вышла мне карта дома. Для вас имеет огромное значение погода в доме. Да? Ваши взаимоотношения с близкими, родными. Опять мой дом, моя крепость. Так мне как-то показывают. Так, о чем это? Сейчас тут мне не дают покоя вот этот женский коллектив. О чем это? Это вы являетесь частью какого-то коллектива или о чем это? Маска, ведьма, эмоции. А женщины эти? А тут идет, ну, я не могу сказать прям активная конкуренция. Не обязательно тут конкуренция, но как будто бы вы даже с этими женщинами, вы именно часть какой-то своей жизни, может, свои какие-то хобби, увлечения, отчасти скрываете, под маской скрываете то, что вы ведающая ведьма, может быть, под маской скрываете, карта эмоций, тут свою какую-то уязвимость, да, то есть вам проще одеть вот маску где-то как звезда. По звезде часто женщину считывают, те, которые люди ее не знают близко, а может сразу.
считает надменная, холодная такая, самомнением корону нацепила. Так вот, мне показано, что, может быть, сознательно даже вы вот такой являетесь перед людьми, да. А под маской скрыто ведающая, обладающая тайными знаниями, женщина, интуит хороший. Так, ну, вода, эмпат, опять-таки, любите, ну, боитесь, может, открываться людям, потому конкретно вот этим вот женщинам каким-то, потому что, ну, не хотите, чтобы вас ранили, не хотите давать какие-то, скажем так, козыри для того, чтобы потом, скажем так, не пошли против вас, не использовали их против вас. Не хотите показывать где-то свою уязвимость, вот, назовем это так. А эти женщины мне показано, тут идет конкуренция, да, с вами, люди себя сравнивают с вами, карта влюбленная, тут инициатива бесплодна. Может быть, идет какая-то даже женская зависть. Может быть, в чем-то им кажется, что они более даже инициативны, или они как будто бы могут прикладывать усилия там, где вы, им кажется, усилий не прикладывая, а получаете все, что вы хотите. Как-то так тут. Мне так идет. Но в принципе такие какие-то женщины, мне показано, вот инициатива с их стороны и бесплодна. Это также может касаться, если в отношении вас они пытаются как-то подгадить вам, ну, испортить вам жизнь, то пока не особо у них получается. Может, в моменте они думают, что все получилось. У меня такое ощущение, потом при дальнейшем каком-то там развитии событий показано бесплодно. Бесплодно, как будто вам даже портить жизнь. Причем особо, как вы даже не противостоите, вы сами по себе какая-то. Может быть, это не может быть 100%, мне кажется, люди вас любят. Но вот этот вот какой-то женский коллектив, он как-то настороженно за вами наблюдает. Я повторюсь, может быть конкуренция, может быть соперничество. Ну, то же самое, но тут может быть в плане работы, может быть в плане внимания каких-то мужчин. Такое. Но это они больше этим как-то озадачены. Они больше вас считывают, даже не знаю, соперницей, не соперницей. Ну, для вас, мне кажется, они не столь значимы даже. Может, даже их проявления какие-то вы и не замечаете. Для вас значимы их проявления? Бесплодно. Нет. Вообще вы не замечаете этого даже. А кто они для вас? Они для вас, ну, может быть, хотела сказать, как это... Ой, некрасиво скажу, ну... Может, вы анализируете, сравниваете, смотрите и думаете, боже мой, лишний раз карта книга, какую-то информацию, может быть, даже где-то, если увлекаетесь психологией, даже пытаетесь разложить по полочкам их какие-то, у каждого там свой психотип, да, свои какие-то проявления, вы смотрите и наперед понимаете, как они могут реагировать на какие-либо, уж не знаю, там... события, да, такое у меня ощущение, как будто бы вот вы их можете видеть насквозь, а они пытаются что-то там вот в отношении вас, там, даже элементарно как-то, может простроить свою модель поведения в отношении вас, но у них не получается. Что-то тут такое идет. Так, давайте посмотрим. Так, поклонник ваш, да? Тайный поклонник. Кто он и какие эмоции к вам испытывает? Ой, хороший, кто еще не подписался на канал, пожалуйста, подпишитесь и не стесняйте, поставьте лайк. Спасибо. Так, ваш тайный поклонник. Кто он? И какие эмоции этот товарищ в отношении вас испытывает? Так. Тайный поклонник. Кто он? Сейчас напишу расклад, мне опять девчата понаписывают. Да я этого поклонника уже давно знаю, он в кустах сирени уже 3-й год. Там меня сторожит, да. Самое главное, чтобы резко не выпрыгивал. Так, какие эмоции этот товарищ к вам испытывает? Тайный ваш поклонник, кто он? Какие эмоции он к вам испытывает? Так. Тайный поклонник ваш. Кто он?
Какие эмоции он испытывает? Так, возьму эротическую. Тайный поклонник ваш. Кто он? Какие эмоции к вам испытывает? Начинаем. Кто он? Ваш тайный поклонник. Ух ты. Человек, который, находясь в семье, может не свободен, кстати, быть, да? Семья первая вышла. Он чувствует себя одиноким. Это карта одиночества. У кого-то законный брак, у кого-то союз, проживает с кем-то, может быть, даже детки есть общие, но в этой семье он чувствует себя одиночкой. Одиночество вдвоем. Сейчас еще дальше доложу. Так, на прямых. Ух ты. На вас карта звезда выходила. Тут звезда из другой колоды. И рядом у меня треугольник любовный. Шансы. Карта клевера, шансы, трудное решение. Интересно. Характеристика на человека. Смотрите, наряду с тем, что он себя чувствует одиноким в этой семье, но карта хамелеон как-то приспосабливается, приспособился уже. Сам по себе человек, мужчина, да, яркий как солнышко, харизматичный, обаятельный, жизнерадостный вообще-то. Такой оптимист, можно сказать. Ну, или старается таким быть. Но сам по себе, по натуре такой человек. Так, еще карта солнца. Ну, эгоизма. Может, как будто бы, вот, может быть, такой какой-то детский эгоизм. Ну, в любой компании его, кстати, рады видеть. Он может там и анекдот какой-то рассказать, и там серенаду спеть, еще что-нибудь, ламбаду станцевать, да. Почему-то у этого человека сейчас страх по поводу карта якорь, его стабильности, его материального положения. Может быть, боится потерять то, что уже у него есть, то, что заработано, то, что приобретено. Так, карта звезда, я буду тут это читать как какая-то, это там сочетание треугольники, тут прям любовный треугольник. Человек мечтает о какой-то женщине, при этом находясь в отношениях с другой, с иной женщиной. Женщина, о которой он мечтает, девочки, но мы же смотрим «Тайный поклонник», соответственно, это на вас. Где-то идет идеализация вас. Может быть, даже вы не в полной мере наделены теми качествами, которые он вам приписывает. Но вы для него идеально просто. Но тут по звезде еще может как отдаление, холод, расстояние. Между вами сейчас какое-то расстояние. При этом человек, находясь в отношениях, карта клевер, хотел бы шансы какие-то получить, не упустить. Вот тут как-то так. Но для него это все дальше показано. Это все какое-то трудное решение. Пока он не готов, как будто бы до конца что-то предпринять. И дальше карта такая. Это, конечно, можно считать это как трудное решение. И наряду с этим он видит, что... Почему трудное решение? Потому что, может быть, он вас видит. Тут женщина, но он вас идеализирует. И тут карта звезда, и тут карта. Смотрите, какая женщина красивая, роскошная. Она куда-то идет, тут по своим делам убегает. Тут задрала подол юбки, оборачивается и смотрит. А за ней тут толпа мужчин. Как минимум наблюдают. Как минимум, ну, она для них желанна. Как минимум лакомый кусочек. Насчет каких-то там серьезных поклонников не знаю, но внимание мужское к ней обращено, если можно так сказать. Нет недостатков. Может быть, в комплиментах, в каких-то ухаживаниях. На нее обращают внимание мужчины, вот тут, скажем так. Так вот, трудное решение может быть потому, что где-то конкуренцию он ощущает. Не до конца, может, человек уверен, что, ну, скажем так, вы ответите на его какие-то там воздыхания, да, или на его ухаживание. У кого-то трудное решение, еще все-таки семерка мечей в классике, это же тоже манипуляции, предательство. Это тоже карта такая, знаете, может быть, человек до конца не решил, если он находится во взаимоотношениях, то не решился на эту ту же самую измену какую-то. Мечтать это одно, а какие-то предпринимать шаги такие, да, уже, ну, это совершенно другое. Ну, давайте я доложу. Почему? О чем это? Трудное решение касается чего? Решение, как вам подойти, трудное решение, или трудное решение где-то нарушить какую-то, не знаю, клятву, верность. О чем трудное решение?
Вот смотрите, как ему. Трудное решение у него по поводу карты воздержания. Человек изо всех сил. На этой карте изображен мужчина, красивый такой. И у него на его причинном месте, замечательном мужском достоинстве, тут амбарный замок повешен. То есть мужчина сдерживает свое сексуальное влечение к вам сознательно. И для него трудное решение где-то нарушить. Даже вот, ну, уж не знаю, тут верность, можно сказать, если он кому-то предан. Вот решиться на вот такой шаг. Интересно. Ну что, это достойно уважения, девочки. То есть какой-то воздыхатель есть. Так, а вот тут еще один вопросик такой от меркантильной Иры, да? Что-то я пролистнула. Страхи по поводу стабильности. Это стабильность, страхи твоя в плане в семейной жизни какой-то или материалки больше так касается? О чем страхи? С вами связано, вопрошающее. Так, в смысле стабильность. Это то, что связав свою жизнь с вами, он как-то, не знаю, станет более уязвим в материальном плане. Марионетка. Сейчас. Защита. О чем ты? Закрывается. Подпишись на канал и поставь лайк. Девочки, тут я не могу понять. Может быть, у кого-то даже проиграется такой формат, ему какую-то могли информацию о вам сказать, рассказать, да? Что вы можете, ну, тут как-то марионетка, я больше это считаю, как будто бы вы можете управлять будущим. И может, если материально мужчина, тут какой-то у него, ну, положение в обществе, тут какой-то есть запас средств, скажем так. Почему-то он очень переживает, что вы можете его как использовать где-то в своих целях. Поэтому ему хотелось бы больше информации о вас узнать. Как будто бы какая-то информация ему поступает, и вот он задумывается, кстати. Ну, тут как будто человек еще побаивается, насколько, если он начнет с вами общаться, насколько вы будете искренне к нему, в своих эмоциях, насколько они будут искренны. Тут как будто бы он пытается обезопасить себя даже. Карта марионетка от манипулирований каких-то, карта святая вода. Ему хотелось бы эту ситуацию какую-то максимально сделать прозрачной, и информация о вас больше еще раз как будто бы взять. А так вот он, как будто бы он сейчас защищается, одевает железные латы, полностью вот эти вот доспехи, да, какие-то, дабы быть неуязвим. И тут карта замок закрывает все, закрывает свои эмоции. Лишний раз старается, может быть, даже на глаза вам не попадаться. Информация, интересуется вами человек. Ну, как-то так. Интересно. То есть уже он пытается обезопасить где-то себя. При этом, ну, никто не отменял карта звезда. Мечта идеальная. Так, давайте посмотрим. Эмоции, какие он к вам испытывает. Ой, бог ты мой. Фатально, фатально. Роковая женщина, знаете. И хотел бы, может быть, знаете, и хотел бы где-то даже не настолько быть, ну, как заболел, знаете, как я заболел любовью. Тут и хотел бы, может, и не испытывать каких-то эмоций, чувств, может, даже до конца себе объяснить не может. Но это как в крови. Хотела бы сказать, яд любви в крови, но не знаю, насколько. Вряд ли это токсично. Но посмотрим. Пациент выживет или нет, да? Черный юмор. Так, ладно. Итак, эмоции, какие он испытывает к вам. Девочки, тут сразу говорю, тут кто-то про вас какую-то такую информацию ему вброс сделал. По поводу того, что вы тут цену себе не сложите, корона на голове, девочка привыкла себя баловать, привыкла к какому-то уровню жизни. Если вы мне сейчас напишите, что вы там самые дешевые продукты покупаете, там какую-то лапшу, еще что-нибудь, девочки, я вам просто читаю карты. Значит, ему кто-то про вас такое рассказал, что вы там питаетесь не обычной лапшой, а в самых дорогих каких-то ресторанах можете себе позволить что-нибудь. Так,
Эмоции к вам, эмоции к вам. Знаете, с одной стороны, я повторюсь, тут фатально, я это могу считать как зависимость фатальная человека, может 24/7 быть в голове. Даже части ему хотелось бы быть свободней, где-то освободиться от этой зависимости. Я думаю, у него такие вот, как бывают периоды, когда он говорит, да, боже мой, хоть бы мне уже, может, отоспаться, чтобы мне хоть бы не снилось сегодня. Но при всем при этом дальше опять желание с вами какой-то тут мост выстроить взаимоотношения. Если не получается так, то по-другому. И мост к чему? К взаимодействию. Карта так и читается, взаимодействие. Ножницы эти состоят из лезвия мужского, да, и женского, да, и соединяясь, тут у нас получается какой-то результат. То есть, по идее, ему бы хотелось к вам быть ближе, может как-то с вами прокоммуницировать как минимум, может быть какой-то уже проект организовать. Как будто бы человеку хотелось вас узнать поближе, опять-таки. Подозрение, вера, талисман. Опять-таки, повторюсь, кто-то ему какую-то информацию о вас ну, как будто бы рассказывает. И эта информация не всегда есть хорошая. Но он искренне тут как будто бы верит в то, что вы являетесь его каким-то, ну не знаю, тут талисман, да, путеводной звездой, может женщина, которая его вдохновляет, может женщина, рядом с которой ему хотелось бы вот эти крылья даже расправить и где-то творить что-то. Ну, в семье там показано, он чувствует себя одиноким, может, как соседи живут люди. А тут вот, как вот мне так считывается, вера в то, что эта женщина, вы правда можете его жизнь в лучшую сторону изменить, где-то, может быть, озарить ее как солнышко, дополнить. Так, эмоции. Дальше, вот я повторюсь, еще это озвучивала по карте этой царевны. Вообще эта карта, знаете, как читается? Это читается женщина, которая, ну, женщина, иногда мужчина, в принципе, в данном случае женщина. Женщина, которая одела на голову корону и позволяет себе, ну, где-то роскошь, не роскошь, но даже непосредством жить. Где-то даже в ущерб, может быть, своим близким, родным. Объясню ситуацию, да, допустим, есть там бюджет какой-то общий, и все там определенные там полгода, допустим, копили на какой-то отдых, да, поездка куда-то там, на какой-то курорт, допустим. И все знают то, что там вот этот какой-то неприкасаемый этот запас есть. И, допустим, а вы, вот в данном случае, допустим, вы получили какую-то там зарплату, да, и подсознательно все надеются на то, что эта зарплата пойдет, допустим, там на пропитание, на услуги. А вот в данном случае эта женщина, она, допустим, не знаю, что там, идет за покупками, ну, в продуктовый, и тут видела она на витрине магазина роскошное какое-то платье. И ей пофиг, что не там на какие-то, я уже не знаю, продукты. Она увидела это платье, она его купила, и она счастлива. Ее даже совесть не мучает о том, что семья будет как-то перебиваться, или придется это деньги взять из этого какого-то неприкасаемого запаса. Или наоборот, то же самое. Может, не совсем она может себе позволить там отдых какой-то, опять-таки, там пятизвездочный отель какой, а она возьмет и где-то еще залезет в долг, или еще где-то, опять-таки, я уже не знаю, где-то найдет эти деньги, и потом всей семье придется долго и нудно выплачивать эти кредиты какие-то. Но она поедет и отдохнет, может быть, даже и сама поедет, отдохнет. Вот почему-то ему рассказывают о вашей какой-то вот такой вот, не знаю, тут это даже не то, что потребность. Вот тут расписывает, что вам нужно самое лучшее, и вы себе не привыкли в этом отказывать. Может, даже такой подтекст могут рассказывать, что вы привыкли к какому-то образу жизни. Ну, где-то так. Опять-таки, мы эмоции его смотрим, да, вот после вот таких каких-то рассказов, тут у него выбор, карта следующая, как будто бы он может наслушаться чего-то, подумать, насколько вы меркантильная женщина, насколько вы привыкли там к какому-то образу жизни еще. Тут, как по карте выбор, может быть, человек думает, то ли остаться ему в этих отношениях, которых он, то ли предпринять что-то, то ли в отношении вас. Но еще у меня тут эмоции к вам. После вот этого выбора тут идет карта «Золотая клетка». Я так считаю, что, может быть, какое-то время он предпочитает находиться в тех отношениях, после вот этих рассказов о вас, в
которых он сейчас находится, значит. Туз золотая клетка. Это своего рода, может быть, уже устоявшиеся там, я не знаю, отношения какие-то, брак, какие-то что материально для него удобные отношения. Но мы там видели одиночество у него, и тут золотая клетка. Это же ты как пленник, как узник ты в этой клетке. Может быть, с материалкой все в порядке, и стабильность это есть, но полета этого не хватает. И не хватает где-то радости жизни. Не зря же она клетка, хотя она и золотая. Ну и в конце карта, девочки, вышла у меня. Эмоции какие к вам испытывают. Но я вам скажу, это эротическая колода, но в данном случае, да, эта карта читается по тузу воды. Это любовь, это влюбленность. Человек по тузу воды настроен, скажем так, он испытывает эти эмоции. Какие-то тут даже я не особо могу сказать, что тут какой-то эротический такой подтекст, хотя, несомненно, он вас там желает. Вы для него лакомый кусочек. Но тут больше эмоция. Тут человека накрывает это. И туз это шанс. Человек все-таки все равно, несмотря там на какие-то разговоры о вас, он все равно мечтает о том, что шанс с вами какой-то по тузу воды получить. Где-то, может быть, пересечетесь. Может быть, как-то судьба вас ведет. Может, как-то еще какая-то информация о вас всплывет. Вот тут как-то так, девочки. Влюблен 100%. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.